Тысячи километров земляных укреплений, длиннее Великой Китайской стены. Те, кто это построил, исчезли. Без следов, без объяснений. Таких объектов на территории СНГ 5. Ученые спорят о каждом из них десятилетиями. Ни одного официального ответа. Последний — на берегу Холодного моря. То, что там стоит тысячи лет, нашли потом на другом конце Европы. Как? Неизвестно. Досмотри до конца. Чудские копи. Урал, Алтай, Сибирь. Тысячи древних шахт, разбросаны по территории больше Западной Европы. В учебнике по истории края начала 20 века написано прямо: здесь жило неведомое племя. Не загадочное, не малоизученное, неведомое. Крупнейший промышленник России Демидов строил свои заводы по их следам. Почти все колыванские рудники открыты по остаткам чудских копий. Неведомый народ нашел руду раньше всех. И вот что необъяснимо. Своды этих шахт держатся без единой опоры, без деревянных подпорок, без металлических креплений. Тысячи лет. Российский ученый Рычков записал в 1769 году: древние входили в землю без опор, своды держались сами. В 2015 году спелеологи спустились внутрь, своды стоят до сих пор. Железо строители не знали. Все найденные орудия из меди или камня. Секрет этой технологии не разгадан. Они исчезли, шахты остались. Следующий объект тоже уходит под землю. Но не в горах, в пустыне. Тысячи километров тоннелей, без насосов, без механизмов. Вода течет сама, уже 2700 лет. Каризы. Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан. Под землей тысячи километров водоводов. Они несут воду из гор в пустыню, самотеком, без насосов, без механизмов. Работают до сих пор. Самому древнему 2700 лет. Только в одном Иране таких водоводов 30 тысяч. Суммарная длина 310 тысяч километров, сопоставимо с Великой Китайской стеной. Строили вручную. Кожаные мешки, веревки, лопаты. Бригада из 4 человек за сутки проходила 40 метров тоннеля. На некоторые кяризы уходили десятилетия. Глубина шахт до 360 метров. Для сравнения, самая глубокая станция метро в Москве находится на 84 метрах. Древние строители опускались в 4 раза глубже, вручную. И вот что необъяснимо. Чтобы вода текла самотеком, уклон тоннеля должен быть идеальным — 1 миллиметр на метр. На десятки километров под землей, без единого прибора. Слишком крутой уклон — вода размывает стены. Слишком пологий — останавливается. Древние строители находили эту точность каждый раз. Секрет передавался от отца к сыну и ушел вместе с ними. Следующий объект тоже стоит до сих пор, на острове, посреди горного озера. Его построили и никогда не использовали. Пор-Бажин. Республика Тыва. Горное озеро Терехоль. На острове посреди озера крепость. Стены высотой 11 метров. Храмы, склады, жилые помещения. Черепица в китайском стиле. Чтобы построить это, в труднодоступный район доставили тысячи тонн глины, кирпича и дерева. В 8 веке. Без дорог, без техники. Прямо во время строительства произошло землетрясение. Они продолжили строить. Построили в 751 году, а потом бросили. Почему? Неизвестно. Следы пожара есть, но ученые говорят, что крепость погибла не от него. Позже средневековое землетрясение обрушило южную и восточную стены. Но к тому моменту крепость уже была пуста. Ученые до сих пор спорят о каждой детали. Историк Кляшторный считает летняя резиденция Кагана. Другие исследователи настаивают манихейский храм. Военные историки говорят пограничный форпост. Геофизики 2008 года установили, что остров природный. Более ранние исследователи были уверены – искусственный. 1300 лет прошло. Единого ответа нет. Следующий объект тоже хранит загадку, но масштаб другой.
Тысячи километров через реки и болота, длиннее Великой Китайской стены. Зачем это построили, официальная наука спорит до сих пор. Если тебе интересно, что еще скрывает история СНГ, подпишись, новые видео выходят регулярно. Змеевы валы. Украина. Тысячи километров земляных валов, длиннее Великой Китайской стены, построенные по единому плану на огромной территории. Ученые подсчитали, чтобы построить такое, нужны были миллионы рабочих часов, только вручную, только лопатами. Такой масштаб мог организовать лишь одно крупное централизованное государство. Но какое именно? Радиоуглеродный анализ АН СССР дал ответ на дату. 90% валов построены между 350 и 550 годом нашей эры. Но вопрос о строителях это только обострило. Готы? Западные историки Вольфрам и Хизер говорят «да». Генетика 2019 года это косвенно подтверждает. Славяне? Советские ученые настаивали на этом, но радиоуглеродные данные не совпадают. Римляне? Румынский историк Бондок считает, что основной вклад внесли именно они. Спор длится десятилетиями, у каждой версии есть доказательства. Ни одна не стала официальной. Валы стоят, кто их построил, неизвестно. Последний объект на севере России, на берегу Холодного моря. Тысячи лет. Официальная наука до сих пор не может объяснить, зачем это построили. Беломорские лабиринты. Белое море, Соловецкие острова, серые валуны, низкий берег, крохотный остров размером в квадратный километр, среди зарослей брусники каменные спирали. Диаметром до 25 метров. 35 лабиринтов на площади меньше половины квадратного километра. Все из местных валунов. У каждого только один вход, он же выход. За столетия изучения ученые высказали множество версий. Места жертвоприношений умершим предкам, астральный культ Солнца. Ходы лабиринта символизируют блуждание Солнца в полярную ночь. Советский археолог Гурина предложила это планы рыболовных ловушек, которые древние жители сначала проектировали на Земле. Ни одна версия не стала официальной. Сотни похожих объектов найдены в Финляндии и Швеции. Местные жители там называют их Иерусалимами, здесь — Вавилонами. Народы, которые никак не были связаны, строили одно и то же. В средневековых христианских соборах Европы рисунки тех же лабиринтов на полах. В костеле в Аррасе 1829 года верующие обходили изображение лабиринта на коленях. Символ, который появился на берегу Белого моря, дошел до европейских соборов. Как и почему, неизвестно. Спирали стоят, ответов нет. Тысячи лет прошло. Они строили без объяснений, уходили без прощаний, исчезали без следов. Мы нашли то, что они оставили. Изучаем, спорим, копаем и все равно не знаем. Может быть, они знали что-то, чего не знаем мы.